В мастерской многое что поменялось. В общем, я сейчас не знаю, как фокусировка, чтобы не сбивалась. Взяла, наконец-то нашла я коробки, которые я хотела, ящички, в общем-то, полку. Давно надо было, мне стоило съездить в Икею и сразу там купить, потому что вот эти, конечно же, не годятся. Вот я захламила, сейчас потихонечку расхламляюсь. В общем, было очень крутое приобретение. Несколько недель назад я купила вот эту полку, купила ящики. И сейчас подойду. В общем-то, такие вот они очень классные. Обычные деревянные ящички. В общем-то, в Икее можно их найти. И это большая полка. И не знаю, вот жаль, кстати, что вот это все работы, что у меня остались. Хорошо, что я снимала ранее обзоры на миниатюры, потому что больше особо показывать нечему. У меня практически все раскупили. Вот. Тут вот как бы несколько полочек. Я еще подумываю купить дополнительные полки, можно здесь встраивать, и чтобы было больше мест хранения. И вот мне она понравилась, то есть, ну, классная, вместительная. И я купила еще одну сегодня. Будем ее собирать. И также сейчас покажу. Вот. Купила разные ящички, то есть я купила еще дополнительные вот ящики, такие же, как там на той полке. Был еще новый. Вот, буду собирать. И посмотрим. Тоже такой вот он прикольный, просто с этими, с решеточками. Я взяла его только один. Для начала посмотрю, как он мне понравится или не понравится. И вот такие же ящики были. И вот для всяких своих, не знаю, красок, всяких принадлежностей, потому что вот здесь, ну, просто ужас. Я не знаю, нужно много перебрать. Чем-то пользуюсь, чем-то не пользуюсь. В общем-то, смотрится ужасно. Мне мозолит глаза уже давно. И хочу немножко, в общем-то, разобрать. Также вот этот стол планирую перенести сюда. Может, мне на нем будет легче работать. Не знаю, еще пока точно не решила. Возможно, я все-таки этот оставлю. Потому что у меня здесь удобно краски заезжают, а там ножки не подойдут. В общем-то, обещают в ближайшие несколько дней плохую погоду. Прям минусовую, прям снег вроде бы, не знаю. Но для Стамбула это, конечно же, такая считается опасная погода. Желательно никуда не выезжать. Особенно если на машине, потому что мало кто покупает зимнюю резину. Здесь очень опасно становится. Вот, так что будет время это все сделать. И вот, принимаю советы по уходу за монстерой. Я давно уже так хотела. И все никак, в общем-то, не... то забывала, то как-то, не знаю. В общем-то, сразу купила к ней такой горшок прикольный, керамический. Буду пересаживать. В общем-то, принимаю советы по уходу, потому что с цветами я на «вы». Не знаю, когда-то у меня получалось, но, видимо, у меня на это было больше времени, я как-то занималась. А в последнее время, в общем-то, либо, может, потому что постоянно у нас окна вот так закрыты, и недостаточно света в комнате. В общем-то, у меня все цветы погибали. И вот, ну, я давно хотела монстеру. Мне кажется, после того, что я здесь как бы наведу порядок, мне кажется, она очень красиво будет, станет красивым таким дополнением. Вот, так что работы на сегодня хватает. Я только закончила работу с заказом, который у меня был, ну, по галерее, которой я сотрудничаю. В общем-то, отправила, выдохнула немножко, и вот потихонечку буду немножко разгребать то, что у меня есть, остальные дела, которые откладывались. Так, запомните эту полку такой. Я планирую это все поменять и потом покажу, как будет. Забыла вот показать, ну, рассказать про вот этот стол. Я уже так давно не снимала видео, что я даже не помню уже, что я показывала, что не показывала и на каком этапе я вообще остановилась. В общем, этот стол тоже я купила несколько недель назад. Или уже больше, не помню даже. Так время вообще незаметно идет, когда ты занят. Вот.
очень классный. Мне чем понравилось. В общем, здесь 2 ножки. Они продаются отдельно. И столешница продается тоже отдельно. В общем-то, их можно покупать по запчастям. И не страшно, что если она и попортится, просто можно ее снимаешь, и как бы она отвинчивается, также поднимается, регулируется на высоту, которую нужно, и можно просто сменить и купить другую столешницу, и будет красота. В общем-то, не страшно, если она в покрытии там что-то случится, в общем-то, будет все отлично. Не нужно целиком выбрасывать весь стол, просто можно эту столешницу ликвидировать, да, и вместо нее взять другую. Вот эта вот мне идея очень понравилась. А тот предыдущий стол, просто вот этот, который был в комплекте с этой тумбой, просто отправился на улицу. В общем-то, кто-то его подберет. Ну, подобрал скорее. Есть у меня заказная работа, которую планирую писать сейчас в ближайшее время. И нужно натянуть холст. Ну, вот чем я буду, собственно, сейчас заниматься. Я подготовлю и потом, может, если мне получится, напишем ее вместе. Заодно. Посмотрим, будет это сегодня или это будет уже завтра. Потому что
грунт, ну, я буду грунтовать, и должен высохнуть грунт. Подсела я на вот эту ткань льняную, и все. Теперь я другой уже пользоваться не могу. Очень нравится мне ее качество. Ее, конечно же, дополнительно нужно грунтовать, потому что она пропускает. То есть, если ее не грунтовать, краска проходит на эту сторону. Видимо, он плохо проклеен. Не знаю, ну, в любом случае, вот очень классная фактура, мне нравится вообще. Сейчас недавно у меня закончилась она, и ездила, купила еще. Получилось, что забрала последний, в общем-то, моток, то, что у них был. И я так понимаю, что я в этом магазине, вот сколько, я не знаю, 4,5 метра где-то. Есть он на 1,70 м плюс-минус. Я так понимаю, что я выкупила у них всю ткань. Именно вот эту льняную. Надеюсь, они еще будут ее привозить, потому что не хотелось бы переходить на другую. Подрамники, кстати, тоже я вот как нашла то место, я помню, как-то снимала видео, нашла одну мастерскую здесь недалеко от Стамбула, они делают доставку домой, и, в общем-то, такой специфический мастер, очень интересный дядька, и стала там заказывать, нравится мне. В общем-то, качество, ну, во всяком случае, это, пожалуй, лучшее, что я смогла найти. Вот, и с распорками, и это очень классно, потому что бывало, что, ну, вот раньше я где покупала, тоже вроде бы как ателье, вроде как профессионально, но они были все подрамники без распорок. И это очень неудобно, потому что я, бывает, пишу, и картина, особенно больших форматов, она не всегда, допустим, долго, не всегда быстро продается, ну, потому что, как бы, чем больше формат, соответственно, и стоимость выше. И она у меня, либо же это я просто там для себя писала, да, чтобы она у меня висела на стене. И очень неприятно, когда из-за смены влажности провисает холст в итоге, а он в любом случае провисает со временем. Потому что как бы меняется влажность, и я не знаю, больше от влажности, чем от температуры, по-моему, он провисает. Вот. И приходилось снимать скобы, опять перетягивать холст, либо же если он продался, допустим, нужно было вот эти махинации проделывать. А теперь, допустим, просто молоточком вот эти колышки подбиваю сзади, и это, ну, очень классно. В общем, облегчило мне работу мою кардинально, конечно. Поэтому теперь я вот только перешла на вот эти вот подрамники, заказываю сразу много. И мне привозят, и как бы я их складирую, ну, много, столько, такое количество, которое у меня есть возможность хранить.
wanted to develop a sketchbook practice, and I was trying to use this sketchbook that was given. When I started it, to be honest, I wasn't. Сегодня уже, получается, вечер следующего дня. Уже почти что даже ночь. Я только дошла к этой работе. В общем-то, я накидала такой приблизительный эскиз. И надавлю сейчас красок. Тут нам много красного понадобится. Вот. Только добралась я до этой работы. Сейчас я надавлю карплак. Красный темный, красный светлый, розовый. Так, зеленый нам еще понадобится. Ставлю так больше. Можно еще белил надавить. Кстати, по поводу белил, пробовала я, тут у нас появилась местная марка белил. Я взяла попробовать. Я привыкла, вот уже сколько лет пользуюсь. Сейчас, секундочку. Вот у меня тут так много всякого. В общем, я много лет уже пользуюсь вот этим Винтон, как я его там называю, Винсор Ньютон. Винсор Ньютон, короче. Вот, я обычно вот новая, тут будет лучше видно. Вот. И как бы он меня устраивает по всем параметрам, цена, качество, вообще как бы супер. Я решила попробовать чисто так ради интереса. Вот новая марка появилась, это турецкие краски, пишут, что они здесь производятся в Турции. Не знаю, но вот, наверное, как бы отзывы очень хорошие у этой фирмы Opus. У них я брала, кстати, масло тоже. То есть вот масло, разбавитель. У них тоже есть всякие там разные причиндалы. Вот. То есть как бы остальным всем пользоваться можно, но само масло мне не очень понравилось, поскольку оно очень такое вот жидкое. Не знаю, я фокусировку настроила и может не видно быть. Ну вот оно вот такое вот уже потекло. Очень жидкое, и особенно, я не знаю, вот я для мастихиновое, оно вот, он как бы, не знаю, в общем-то, я такое не люблю. Я не знаю, как оно высыхать будет, то есть я сильно не пробую, я только открыла, мне вот само его качество не понравилось, оно как-то вот тянется, как будто бы, вот, а у Винсора вот оно такое белило, как белило, укрывистые, все как надо, не знаю. В общем-то, думаю, что кто пишет гладкую живопись, то, возможно, подойдет. Но я решила остаться. То есть я думала, может быть, смогу заменить свои, может, они лучше. В общем-то, не попробовав, не узнаешь. Поэтому я решила взять попробовать, но мне не понравились, скажу так. То есть, как бы, может, я когда-нибудь... Вот у них даже Инстаграм есть. Может, когда-нибудь я буду ними пользоваться, не знаю. Но вот на данный момент они мне не подходят. Но полагаю, что кто работает гладкой живописью, то, возможно, будет неплохо. Так. Ну что, надо будет... Не знаю, как... Видно, я уже даже разучилась снимать, разучилась говорить. Наверное, буду... Я уже подустала, и учитывая, что вечер. И, наверное, буду много молчать. Но хотя бы вместе со мной, может, поработаете. Белила надо много. Они уходят очень быстро. Особенно если работы большие. У меня прям моментально заканчивается.
зелененькие. Зелененькие разные беру. Беру араратскую свою привычную. Беру изумрудку, она такая холодная. И беру травяную. Она такая нейтральная, скажем. Ну, больше теплая, конечно же. Кстати, попробовала недавно, заказывала краски и заказала вот эту вот желто-зеленую от мастер-класса. Еще не успела ее особо нигде применить. В ближайшем будущем посмотрим. Может, пейзажи какие-нибудь попишу. Так, что еще там? Что еще я там использовала в этой работе? Давненько я ее писала уже и так забывается. Королевскую тоже выдавлю чуть-чуть. Так, ну, вроде бы все. Кисти бедные мои уже сточены. Здесь мне понадобятся кисти побольше. Я до этого писала работки поменьше, поэтому тут у меня кисти, соответственно, маленькие. Можно будет взять, которые побольше. Такая контрастная работа, красно-зеленый. Иногда хочется что-то такое больше нюдовое, пастельное, на нюансах, а иногда вот прям такой вот контраст. В общем-то, это такое дело настроения. Я люблю и так, ну, как бы и такие работы мне нравятся. И, соответственно, тоже пишу по-разному. Бывает, хочется что-то прям такое супер контрастное, и перехожу на контраст, а потом возвращаюсь и пишу обратно что-нибудь такое более сдержанное. В общем, записываю я без микрофона. У меня один из вот этих петличек сломался, второй второй как бы там, но я сейчас не знаю, какой из них какой, который, в общем, рабочий, который не рабочий. И проверять, честно говоря, сейчас нет времени. Боюсь, если буду записывать с микрофоном, а вдруг он не рабочий, и окажется, я узнаю это потом впоследствии, я очень расстроюсь. Потому что потом что мне будет делать? Надо будет накладывать какую-нибудь музыку. В общем, я решила, что сегодня записываю без микрофона. Чисто вот телефон, поскольку у меня стоит прям возле лица, грубо говоря. И я попробую так записать в надежде на то, что достаточно будет того микрофона встроенного. У нас, кстати, такая погодка, я не знаю, я снимала видео ну, сегодня, вчера, и я так люблю такую погоду, это просто вот, и, может быть, еще отчасти, потому что здесь так редко бывает такая погода, и лето уже давно закончилось, уже скоро снова будет лето, а я все еще в страхе вспоминаю и уже как бы предвкушаю, когда снова наступит лето, потому что последние года очень жарко здесь, так, словно бы так раньше не было, как будто бы жарче, чем обычно. Вот, и в общем-то, еще уже зима заканчивается, а я еще не успела насладиться зимой. Как бы весну тоже я люблю здесь, да и осень. Но вот сейчас так прямо снег такой красивый. Просто вчера вы даже специально вышли на улицу. Уже поздно было ночью просто прогуляться, потому что, ну, очень красиво. Все люди повыходили, тут танцы. В общем, такой снег в Стамбуле. Это прям что-то как бы из разряда как диковинка какая-то. И, в общем-то, школы позакрывались. Сегодня ни школы не работают, ничего, все дети дома.
И как бы старается никто не выезжать, потому что опасно. Мало кто переобувается здесь на зимнюю резину. Только, ну, закона такого нет. То есть никого не обязуют, и никто не, в общем-то, не заморачивается, естественно. И обязуют только Ширкет машины, которые оформлены на фирму, как бы автобус, понятно, автобусы, такси, там еще какие-то. Вот, в общем-то, то, что связано с... А лично машину не... И поэтому вот немного, конечно же, опасно на дороге, потому что мы как бы переобуваем, но неизвестно, в общем-то, рядом едущий вряд ли, поэтому вот, скорее всего, извне опасно. И чаще всего в такие дни тут прям какой-то апокалипсис. Бывает, выключают свет там или еще что-то. Но в этот раз вроде обошлось. Ну, не знаю, я все равно очень люблю эту погоду. Не знаю, как будет это лето. Особенно в городе. Вот мы даже подумываем о том, чтобы как бы переехать из города куда-нибудь подальше, потому что тяжело, в общем-то. Переносится жара. Вот такая погода прям по мне, когда уютно, как бы сижу, да, вот в мастерской тепло, классно, уютно, все как бы есть, и работы не хочу. В общем, такая история. Сейчас я пока накидываю первый слой, чтобы такую задать колорит работе, примерно поймать и вспомнить, что я здесь использовала, какие краски, хотя бы приблизиться к тому, что было, потому что, ну, поскольку картина это заказная, нужно постараться сохранить вот это ее настроение по максимуму. Вот, я ее писала изначально тоже на холсте, только размером она была у меня маленькая, то есть где-то 20 на 25. Сейчас я пишу, не знаю, видно ли на камеру какой это размер. В данном случае у меня, ну, в смысле, я имею в виду приблизительно, можно ли считать с видео, какой размер. Ну, в данном случае у меня 30 на 40. Крепление забыла сделать. Ну, придется по мокрому. Ну, как по мокрому, потом по свежей картине. Не люблю я обычно, стараюсь сделать крепление, а потом уже писать, потому что потом получается работа фактурная, достаточно свежая. И вот эти вот бывают такие, как штучки, как объяснить, сгустки вот краски, и они снаружи как бы высохли, а внутри еще как мешочек такой сохраняется, он достаточно такой мягкий. И если надавить сильнее, чем требуется, то можно, в общем-то, его лопнуть. Вот. Вот я сейчас подумываю, видна ли палитра на видео. Сейчас я, наверное, посмотрю еще раз, как я установила. Да, палитра не видна. Вот минус видео, горизонтального видео, таких вертикальных, достаточно больших работ в том, что я не могу показывать одновременно и палитру, и работу, поскольку если я отодвину подальше, будет плохо видна сама работа. Если
вот так близко, то как бы холст виден, но палитра выпадает. Поэтому вот так. В случае с горизонтальной, допустим, работой, то да, тогда влазит. Либо если это миниатюрка, тоже удобно показывать. Сейчас я накидаю эти цветы. Они у меня там такие, я помню, поскольку работа была маленькая, они такие были выпуклые. Прям вот такие крупные-крупные. Постараюсь. У меня еще голос до сих пор не восстановился, когда начинаю, ну, если много разговариваю, и особенно к вечеру просаживается голос уже. Успела я переболеть. Вот с тех пор, как не снимала видео, я уже сколько прошло времени, я не знаю, наверное, месяца 3. У меня такой перерывчик был внушительный. И в январе, получается, я успела переболеть 2 раза. Причем заболела я прямо перед Новым годом. Зеленый. Прям перед Новым годом я заболела в первый раз. Я не знаю, какой-то дурацкий вирус. Знаю, что очень многие болели, как бы и сейчас болеют. И тогда прям перед Новым годом к нам приезжала наша крестница. Вот мы гуляли, ходили много. Так-то я особо как бы, ну, не люблю ходить по таким местам, как бы людным. Вот, и там, если куда-то выезжаем, редко, ну, общественным транспортом практически я не пользуюсь, как бы мало у меня таких контактов. А тут мы прям, ну, ходили и в торговые центры, и там гуляли, и, в общем, видимо, где-то я поймала. Так давно уже не болела, и еще, видимо, у меня усталость дала о себе знать, и, в общем-то, я долго как-то в этот раз прям еле оправилась после первого раза. Не прошло, там, не знаю, неделя, может, сколько, и я второй раз. Тоже какой-то вирус, но уже по-другому. То есть первый раз мне дало на голосовые связки, и я вообще недели 2 не разговаривала, прям вообще голоса не было в Новый год. Я, в общем, разговаривать не могла. Еще одна причина, по которой я как бы не снимала. Надо было бы тогда снимать немые видео, чего мне не хотелось. Вот, также работой придавила, конечно, серьезно. И помимо магазина самого, кто на эти следит, и так в курсе. Вот, а помимо эти у меня же еще есть и галереи, с которыми я сотрудничаю. В общем-то, я от сотрудничества, конечно же, не стала отказывать и прерывать. И, в общем-то, старалась сказать, это даже мало сказать, в общем-то, чтобы не все обязательства, которые я на себя взяла, в общем-то, я должна была выполнять. И поэтому у меня как бы YouTube вылетел, поскольку нужно было в первую очередь свои обязательства выполнять перед покупателями. И на фоне того, что как бы объем вырос, нужно сохранять, в общем-то, свое лицо и качество. Поэтому здесь как бы это все равно вырывается на первый план. И все остальное отваливается. Поэтому как бы меня и не было. Потому что спасибо большое, конечно же, много писали. Много кто писал, кто подписан в Телеграме, в курсе. Я туда периодически выходила на связь, публиковала. Вот.
М. Много, конечно, думала я вообще за это время, пока работала. Много идей новых, много всего в голове, и в том числе и о YouTube. Вообще думала, для чего, что, нужно ли мне его продолжать. В общем, пока не снимала, естественно, обдумывала всякие варианты и причины, и нужно ли мне его продолжать вести или не нужно. Взвешивала все за и против. Пыталась понять для себя вообще, зачем мне, как бы нужно ли мне это, зачем мне это нужно. В общем, миллион вопросов, для чего. И как бы, не знаю, сейчас вот я намешаю красного. Тут тоже ходила я от разных оттенков красного. Вот краплак я мешала, наверное, тут с коричневым, ну, с Марсом, может, или с другим. В общем-то, я пробую и смотрю, подходит мне или не подходит. Сильно темно я взяла, сейчас беру светлее. Вроде так. Ну, с этой стороны светлее. В общем-то, что дает мне YouTube и так ли он мне нужен, потому что получать я от YouTube ничего не получаю, а затрачивается времени на него очень много, сил. Это все надо отснять, смонтировать. И, в общем-то, я пыталась как-то для себя определить, быть с собой честной. И как бы, когда в такие моменты, когда спорные, и задумываешься, и особенно когда не хватает времени, часто перетягивает вот это, как бы вспоминается плохое, и как бы торгуешься с собой, и не хочется, там вспоминаешь какие-то такие вот моменты. То есть как бы за это время, что я снимала видео, и как бы уже некоторое отношение с Ютубом у меня сложилось, и пыталась я снимать там различные, примеряла для себя такие, не сказать там рубрики, а ну вот вариации того, как бы подходы, разные подходы к видео я пыталась внедрить и пробовала, и пыталась понять, что мне снимать комфортнее, о чем я вообще хочу рассказывать, что интересно было бы послушать или посмотреть зрителям. В общем-то, как бы я примерялась, скажем так. Вот это вот все происходило на протяжении вот этого последнего года. Вот. И пыталась понять, в общем-то, что интереснее мне самой. И как бы сразу вспоминаются такие какие-то плохие случаи, когда там пишут что-то плохое, в общем-то, когда начинаешь сам с собой торговаться. А потом думаю, как бы, что понятно, что это все то, что пишут, и вот то, что пишут плохое, и либо там, я не знаю, понятное дело, что часть подписчиков это те, кто там нравится, скажем, мои доброжелатели, которым нравятся мои видео, поэтому смотрят. Но также есть те, которые просто что-то пишут, скажем, даже не знаю, просто не хочу оскорбить никого. В общем-то, пишут злостные комментарии, да, но при этом продолжают смотреть эти видео. В общем-то, странные люди. Не знаю, как еще назвать. Вот. И, в общем-то, когда я вхожу с собой в торг, я начинаю вспоминать вот эти вот случаи, думаю, и сразу вот в голове, вот, мне пишут там, оно мне надо, зачем мне это надо, вот, какую-то пишут ерунду, там что-то, какие-то гадости, какие-то сплетни про меня пускают, потом
Мне часто за это время тоже приходило много сообщений от подписчиков, в общем-то, в личку, там писали тоже, не знаю, откуда ноги растут, конечно же, вот у таких слухов. Вот. Но как бы с другой стороны, я понимаю, что если начинаешь как бы вот это вот, нужна ли мне такая известность, в общем, или нет. Вот я себя об этом спрашиваю в первую очередь. Либо же мне комфортно оставаться так, как сидела Диана, себе писала там в своей мастерской, да, и вот. Не знаю. И как бы вот постоянно происходит у меня такой торг внутри себя. Так. Ну, уже вроде бы получается у меня тут картинка. Так, я просто подглядываю на... Как оно видно. Не люблю, когда остаются вот эти вот беленькие просветы холста. Особенно, когда темный фон, такой контрастный белому. Но на имприматуру у меня, честно говоря, времени не было. Поэтому я пишу по белому. Просто сейчас буду его так хорошенечко замазывать. Там, где он будет светиться. Мне также нужно будет прокрасить борты, чтобы... Так вот. Но потом, когда я начинаю об этом думать, потом я себя возвращаю на место и вспоминаю о том большом количестве людей, которые наоборот, то есть единомышленники, то есть что мне дал YouTube, о том, что сколько наоборот приятных, со сколькими приятными людьми я познакомилась здесь, сколько как бы людей смотрят и ждут видео, которые, наоборот, доброжелатели. Да. И вот это, конечно же, меня всегда возвращает и перевешивает вот эту чашу весов в обратную сторону. Как только у меня появляется в голове вот этот торг, и когда вот от каких-то таких гадких вещей, в общем-то, становится тошно, меня всегда вот этот факт возвращает обратно. И я вот несколько раз у меня было такое уже, что думаю, да ну его, зачем? Сидела бы себе, да дальше там писала что-нибудь, работала бы, да, никого не трогала. Так. Тут можно еще добавлю зелени, добавлю самих цветов. И я думаю, что оно перекроет мне вот эти вот белые. Здесь так, красный пока откладываем в сторону. Наверное, нужно мне еще. Я вот охру беру уже большими тюбами. У меня охра заканчивается просто очень быстро. Пробовала я охру от Винсера. Короче, не знаю, я его каждый раз по-разному. Один раз Винтон, один раз Винсер называю. Но дело в том, что здесь она пишет как Vinton Oil Color, но сама фирма Winsor Newton. И поэтому я постоянно, в общем-то, вы уже, наверное, привыкли. Суть в том, что я всегда пользуюсь несколько палитрой, иногда ладогой, иногда мастер-классом, в общем-то, что у меня есть. Решила попробовать от Winsor Newton. И она более такая, опять же, вот она у меня давно стоит, а я все равно пользуюсь своей привычной охрой. То есть эта охра, она более охристая такая, а эта охра, она более такая желтая. То есть от Винсера она более желтая. И вот эта желтизна, может быть, как бы она неплоха, да, но в контексте моих работ она бывает не всегда выгодна. То есть для конкретно какой-то работы можно, наверное, ее использовать. То есть достаточно неплохая краска. Но
Особенно если я, допустим, делаю повтор своей предыдущей работы, а я до этого писала с несколько палитры, то это уже будет, конечно, большая разница, и она будет ощущаться. Не хочу сильно тоже видео затягивать, чтобы не было очень длинное. Придется, наверное, мне потом... У меня так установлен штатив там, что я даже не могу посмотреть время. Чтобы не хочется сильно вырезать. Много времени на монтаж у меня, честно говоря, нет. И хотелось бы... Хотелось бы загрузить видео до выходных. Сегодня уже что у нас? Пятница. И что касается вот Ютуба, потому что вижу, что многие пишут, спрашивают. У меня, честно говоря, не было времени особо отвечать. Я даже в эту студию творческую не заходила, ютубовскую, в этот личный кабинет, потому что нужно было мне много времени тратить на работу. И если я там раньше писала, допустим, в нормальном режиме, вот тот объем работы, который я показывала ранее, то теперь у меня объем работы увеличился, наверное, раз в 5 минимум. Вот. И как бы YouTube немножко у меня отвалился. Вот, так что, если не, вы пишите, пожалуйста, комментарии, все обещаю читать, но не обещаю отвечать. А читать обещаю. Поэтому рассчитываю на ваше понимание уже по мере того, сколько у меня и как буду я обладать временем. Все-таки это самый главный ресурс. Так. Сейчас чуть зелени еще добавим. Может быть, для темного мне взять. Возьму другую кисть для темного зеленого и для светлого. Уже у меня закончились те полукруглые, уже я на квадратные кисти перешла, стачиваются очень быстро. А вот те круглые больше не завозят у нас. Здесь надо красненьким так сильно. Он, конечно же, деформированный, но не такой острый угол. Персиваль наш уже вырос. Кто видел, вот я последнее видео тогда снимала в Телеграме, я, наверное, постила. Я тогда снимала видео и для Ютуба, но так мне и не удалось их смонтировать. В общем-то, они у меня так в телефоне и стоят. Без... Не добралась я до их обрабатывать. Уже, наверное, они потеряли свою актуальность. Просто потом я их удалю с телефона. В общем, когда мы взяли кота, у нас кошка есть, мы взяли кота еще одного, его подобрали с улицы, и я нашла здесь в местной группе, где пристраивают животных. В общем-то, кто-то ему отрезал хвост, и котенок был без хвоста. В общем-то, женщина его вылечила дома. Ну, у нее самой там кошки 4, наверное, было штуки. Дома держит и еще одного, видимо, уже как бы много. И женщина пыталась пристроить его, и мы его забрали к себе. Мы давно подумывали над тем, чтобы взять, как бы говорят, что коты хорошо живут в паре. У нас Мона, ей уже сколько лет, и вот был у нас еще кот ранее, Амурчик, но вот он умер 2 года назад. И Мона с тех пор
покрывается вот такими. У нее ранее была такая проблема, что она покрывается как такими, как, не знаю, как объяснить, вот шелушиться у нее начинает кожа, и падает шерсть, в общем, такая становится очень болезненная. И сколько мы ее водили, ветеринарки, по ветклинике различные, в общем-то, все, кто выписывал нам мазь от там всяких грибков, кто-то там, я не знаю, гипоаллергенный корм. В общем-то, последнее, что вот мы делали, мы давали ей этот гипоаллергенный корм. Сказать, что была какая-то сильно какие-то изменения и эффекты я не могу, поскольку у нее просто с гипоаллергенным кормом аллергия была чуточку меньше, а если давать ей обычный корм, то она усиливалась. То есть она как бы немного ее купировала, но не избавились мы от нее полностью. В общем-то, такого не было. И поэтому мы думали, что если мы ей возьмем друга, с которым она будет как бы, ну, не одна, и ей будет как бы интереснее жить, и может быть у нее пройдет, может у нее просто как депрессия. И да, у котов тоже бывает депрессия, если что. И это сработало. То есть мы как бы и спасли котенка, который оказался выброшенный на улицу, и какие-то добрые, в кавычках, люди отрезали ему хвост. В общем-то, его так и нашли в крови, без хвоста. Не знаю, в клинике сказали, что, скорее всего, сделали это ножницами. Жутко, конечно, мне представить. И вообще не хочется даже как бы думать и то, что такие люди ходят здесь по улице. Ну, такие люди, они, в принципе, везде есть. Какой-то процент. Так-то здесь к животным очень хорошо относятся. Но вот, к сожалению, изверги, они есть везде. И вот назвали мы его Персивальд. Я часто публикую его также публикую иногда в Инстаграме такие небольшие какие-то видео или фото. В общем-то, Инстаграм это одна из моих нелюбимых соцсетей. Веду я его, там я редко как бы не сижу, но захожу, там что-нибудь подгружаю, да, и выхожу. Не люблю я Инстаграм. Считаю, что это самая лицемерная площадка. И, в общем-то, не знаю, есть там пару человек, может, за которыми мне приятно следить. Это вот там, ну, в частности, художники, и чьи публикации как бы для меня несут какую-то там смысловую нагрузку, да, я могу посмотреть. Но вообще Инстаграм не очень я люблю, и если вы хотите заработать себе какую-нибудь депрессию, и даже при том, что вы можете быть очень успешным и каким-то, я не знаю, в себе уверенным человеком, можно там чуточку зависнуть, и вам резко покажется, что у вас на самом деле что-то не так в жизни, что вам надо жить как-то иначе. В общем-то, вот таким каким-то странным образом он действует, этот Инстаграм. Все пытаются там создать картинку какой-то идеальной жизни, и мне кажется, что это как-то неправильно и неприятно как-то, не знаю. В общем-то, от Инстаграма у меня с ним не очень хорошая ассоциация, но тем не менее я страничку там веду, поскольку многие сидят, это как визитка художника, скажем так, то есть это для художника, или если вы как бы пытаетесь себя как-то, не знаю, заявить о себе или позиционируете как бренд или как вообще что-либо, вот чем-то занимаетесь, что-либо продаете или что-то вообще что угодно, то как бы это
обязательно нужно иметь там соцсети, нужно везде, в общем-то, успевать. Вот. Я там публикую периодически фото, видео с ним. И вот он уже подрос. Назвали Персиваль, зовем Персиком. И такой красивый кот. Хороший ребенок нам попался. Не знаю, он похож, я не знаю, когда брали, он обычный, как будто бы вот уличный кот. То есть не знаю, нет какой-то породы или еще что-то. Мы как бы на это не смотрели, нам без разницы было. Не было цели искать какого-то породистого. Вот. Просто взяли, потому что он был маленький еще. Я не хотела взрослого, потому что если взрослый кот, они с Моной могли бы не ужиться. А так, пока он маленький, она бы его как бы под себя подмяла бы, потому что у нее такой характер, что не каждый, в общем-то, с ней кот уживется. И сработало, вроде бы они так подружились и как бы, ну, не ругаются. Все как бы живут дружно. Так. Потом как-нибудь сниму видео, покажу. Сейчас в другой комнате я его выдворила отсюда, иначе он бы мне не дал спокойно работать. Он любит здесь полазить по всем полкам, всех зацепить, везде пройтись, что-нибудь скинуть. В общем-то, шкодливый такой ребенок. Посмотрим. Так. Ну, очень такой добрый кот. Не злодей. Сейчас я пытаюсь такими вот достаточно хаотическими, казалось бы, движениями добиться, может быть, не стопроцентной схожести, да, то есть я не пытаюсь попасть мазок в мазок, я пытаюсь добиться как бы вот, чтобы если мельком на эту картину глянуть, да, то она будет, скажете, это она, вот, да, это вот это. В общем-то, как бы, такой у меня подход. Где-то чуть светлее, где-то чуть темнее. Наверное, на сегодня это уже будет последняя работа. Возможно, нужно будет сделать небольшой перерыв. Потом глянуть еще раз. И доделать уже там какие детали. Не хочу сильно замучивать вот это место.
Прежде чем я напишу эти палки торчащие и сделаю блики, вот хочется добиться вот этой подложки такой, чтобы она была интересная, чтобы я уже сюда больше не залазила. Поэтому я пытаюсь ее вот довести до такого состояния, чтобы она меня устраивала. Вроде бы. И также, чтобы вот этих белых просветов не было, дает такой, не, как сказать, невыгодное вот это свечение, оно не нужно здесь. Мне нравится, когда в пропуске, но для этого нужно, чтобы была имприматура. А именно когда просвечивает сам белый холст, мне не очень нравится. Когда пишу повтор, всегда как бы хочется, ну, вот, разрываюсь между двумя, то есть между тем, чтобы работа была похожа, но дело в том, что мы не принтеры, да, вот если речь идет о повторе своей картины. И вот если выбирать как рассуждать в контексте чаши весов, то скорее для меня важнее, чтобы эта работа не потеряла вот эту живость, чем чтобы она вот получилась как бы в попытке за вот этой тотальной похожестью, то есть можно потерять вот эту свежесть. Я вот скорее выберу то, чтобы она была более живая. Но там, может, мазок как-то немножко по-другому, да, но самое важное, чтобы она просто была похожа, и чтобы клиенту понравилась эта картина, потому что, как бы, ну, адекватный покупатель, он не будет сидеть и прям выглядывать каждый мазочек, ну, выверять. Это же не игра в «Найди 10 отличий». А важно, чтобы само вот, когда ты там откроешь, да, купил, тебе пришла картина, ты ее открываешь, и вот эффект, какое производит на тебя она впечатление. То есть, да, там покупал месяц назад, допустим, и вряд ли он помнит, где какой мазок. Ну, потом он может зайти и посмотреть, да, еще раз эту фотографию. И, как правило, адекватный покупатель, адекватных много, неадекватных тоже много, но чуть больше адекватных. Адекватный покупатель, как бы он все-таки понимает, что если это ручная работа, то а не принт, то ну, не будет в точности такое же. То есть это уже как бы заложено, в общем-то, и в самих ожиданиях, и подкреплено в описании к листингу. Так. Бывает, конечно же. Были там несколько случаев, когда разные люди попадаются, как на Ютубе, так и среди покупателей. Как бы в основном, конечно же, все это очень приятные, хорошие, отзывчивые люди. Но мошенников никто не отменял. То есть бывает такое, конечно же, что и могут просто цепляться, лишь бы там заполучить, скажем так, и работу, и деньги, чтобы от них ничего не убыло. То есть в данном случае
продавцы не особо, конечно же, защищены со стороны площадки. То есть там есть, но можно воевать годами. И тут уже встает вопрос о том, готовы ли вы на это или нет. И поскольку часто продавцы просто не хотят воевать и там делают возврат, особенно если это как бы зарубежная, за пределы страны, да, вот посылка ушла, да, и то часто не хотят заморачиваться. И многие уже это, конечно же, скажем так, разобрали и пользуются этим. Читала, я заходила на форумы продавцов, и было интересно, конечно же, почитать много случаев таких интересных. Теперь я возьму поменьше кисточку. Кстати, сейчас, если у меня получится достаточно быстро закончить эту работу, то я, может, еще что-нибудь попишу для себя. Обычно, когда мне еще как бы еще не совсем поздно и остается немного сил, я обязательно что-нибудь, да, для себя. Потому что идей очень много. У меня прям на полях, вот по мере того, как я работаю, на полях записываю, в общем, когда мне приходит такая какая-нибудь спонтанная идея, пока пишешь, что-то в голове мысли крутятся, и часто что-нибудь приходит в голову такое. И я вот прямо так записываю, рядышком всегда держу. Вот у меня тут с заказами эти листы распечатки, и я прямо там и пишу. А потом либо в тетрадь у меня там тоже, ну, сейчас я вот на этих листах. И потом, когда остается время, я возвращаюсь туда, перелистываю и смотрю. Так, я хотела вот это, вот это. И если у меня вот остаются силы, я их сначала могу сделать какую-нибудь небольшую работу. Потом, когда руки доходят, могу что-нибудь типа больше. Знаю, что многие ждали видео новое, поэтому постараюсь ничего не вырезать. Ну, как бы сильно не затягивать, но и так, чтобы видео было достаточно продолжительное. Не знаю, когда у меня будет время в следующий раз отснять, я буду стараться. Как бы сейчас я свой график отрегулировала. И просто, скорее всего, это будет, ну, несколько реже, чем я снимала ранее. Вот, но появляться я все-таки буду. Так что обязательно пишите, как ваши дела, что у вас нового. Я обязательно почитаю все. Так. Ну вот, в принципе, можно сказать, что 90% работы готово. Я теперь буду
Это где у меня вот эти вот меня смущают. Я закрашу. Потом я сделаю блики и буду набирать вот эти вот контрастные места, где даже цветы вот немножко, чтобы они выходили. В общем-то, их разбить немножко по тонам, по тонам, чтобы, например, где-то холоднее, где-то теплее было. И таким образом они будут более интереснее. Не помню, кистью я делала или мастихином, наверное, все-таки кистью делала вот этот вот блик, но для этого мне нужна более широкая кисть, а она мне, самая широкая, она мне красная. Есть новые, но не буду сейчас я открывать, попробую сделать этой. Хочется просто, чтобы она так разом чик и сделала, но с этой не получится. Есть еще такая, можно попробовать этой. Такой блик — это всегда ответственный момент, потому что он должен получиться сразу красивый, иначе потом сложно будет этот темный фон восстановить, скажем. И после это надо будет потом полностью снимать, в общем-то, эти белила и восстанавливать фон. Поэтому всегда хочется, чтобы он как-то получился красиво с первого раза. Не все всегда получается с первого раза, как показывает практика. И это нормально. Так. Ну, в целом работа готова. Еще можно вот тут поработать с низом тоже, подкрасить борты. И почти что все. Здесь как будто бы еще немножко не хватает. Я вроде набирала, но к вечеру уже рука устает. У меня появилась на пальце вот такая прямо шишка серьезная, как раньше когда-то в школе, когда еще училась, когда много пишешь, она бывает такая, как прямо шарик. Не знаю, видно, не будет, не вижу я, видно или нет, в общем-то, на этом пальце. Здесь нормально, здесь прямо такая. Из-за того, что постоянно пишу, я часто кисть держу в такой позиции, но это когда большая работа. А если работа поменьше и нужно что-то как-то так прицеленно сделать, то чаще, конечно же, вот так, и она упирается мне вот в этот палец и надавила такую серьезную шишку оставила, которая, когда забываю и снова беру кисть вот в такую позицию, она как бы дает о себе знать.
Ого, так и завывают. Прям как будто вьюга на улице. Можно сказать, что я практически закончила эту работу. Я, наверное, прервусь для того, чтобы вернуться через пару минут к работе и посмотреть еще раз как бы свежим глазом, потому что когда долго смотришь, уже перестаешь видеть какие-то такие очевидные вещи. В общем-то, я к ней вернусь и еще раз гляну, что-то меня, если в ней не устроит, то я поменяю. Ну, можно считать, что, в принципе, работа готова и практически закончена. Так что вот как-то так. Нет, немножко, чуточку светлее вот здесь, как будто бы хочется, чтобы такой вот немножко переход был. Так, и главное не забыть борта сразу прокрасить, чтобы потом у меня не было второй работы. То есть я думаю, что еще я цветы добавлю, к цветам добавлю, наверное, такой вот какой-то контрастности яркой. Просто сейчас краска сразу ставлю, она немножко как перемешивается с предыдущим слоем. Возможно, нужно немножко подождать, чтобы этот слой впитался хотя бы чуть-чуть. И тогда уже, когда поверху как бы даешь, уже она не так сильно перемешивается. И можно будет добиться этого вот эффекта. Но по большей степени, наверное, да. Так. Не знаю, буду ли я возвращаться еще снова с видео или нет. Заранее хочу всех поблагодарить за просмотр. Спасибо большое, что были со мной. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь, если вам было комфортно. Если нет, просто переходите дальше. Жду комментарии от вас. Обещаю все почитать. Уж простите, если не успею ответить. Не люблю обещать того, что я выполнить как бы не могу. Вот, поэтому вот так вот. Всем большое спасибо. Всем пока.